Мы врываемся к вам с новыми посылочками. Самое время заказывать себе летнюю обувь. New Balance! Вторые твои. Мы купили их за 153. Представляете? Может, это не оригинал? В моем мире и в моем стиле они смотрятся офигенно. Вот так покрутись, модель наша. Он думает... Сальто пролетел. Он думает, что я ухожу. Не оставляйте меня, я сегодня собака. Я не могу быть один. А я решил приготовить кое-что вкусненькое в нашем Lidl миксе. Ребята, всем привет! Мы врываемся к вам с новыми посылочками. Вот так-то. Заказали с Сашкой. Сашка заказал сейчас, очень самое время заказывать себе летнюю обувь на следующий год. У Сашки не было сандалий, таких, знаете, классных, чтобы они были комфортны в носке, чтобы можно было путешествовать, много ходить, чтобы они были такие, как кроссы, но не как кроссы, но полегче. У Сашки были только шлепки, и вот он посмотрел, сейчас очень хорошие скидки, нашел классный сайт, заказал. Вы знаете, что мы не особо любим ходить по магазинам, а онлайн всегда лучше. Во-первых, больше вариантов, чего можно купить. Ну и, конечно же, удобство. А я сказала себе кроссовки. Вы помните, я что-то мучилась с этими кроссовками, я заказывала себе несколько пум, мне не подошли, мне было неудобно. В итоге самое удобное, потом я какие-то еще заказывала, я уже снимала, уже не помню. Короче, я, наверное, пары 3 заказывала, и в итоге я их все вернула, потому что они мне были просто неудобно. Неудобно мне их носить, а потом мы заказали Рибок. Ну, это для того, чтобы, знаете, ходить в чупе, просто в Угуле такие они дешевые, ну, такие не супер симпатичные, чтобы, знаете, так щеголять, ходить, то, как бы, они не подходят. Поэтому я хотела такие, чтобы они были, типа, и гламурные, и симпатичные, и чтобы я ходила с джинсами, они сочетались. Короче, я заказала себе новые кроссовки, которые симпатичны, по моему мнению, скромному, и планирую, что они не будут мне натирать, дай бог. И все будет хорошо, я не буду их возвращать. Поехали. Покажу вам. Распаковочка. Заказали мы на этом сайте Sneakers Studio. Короче, вся предыстория. Началось все как 2 дня назад. Оля, ну мы как бы давно планировали, что вот мы в этом месяце будем уже искать активно кроссовки на скидках. И Оля зашла на e-обувь, с которого мы часто заказывали, просто поискать варианты. И понравилась одна пара, New Balance, 237 такие, ну вроде как, по моему мнению, гламурно-симпатичная. Ретро-кроссовок. Ну и цена была, типа скидка была 150 злотых. И мы уже готовы были заказать даже. Они стоили 279. Но мы думали, это типа, ну нормально, для кросс-цена. Для ну да. Balance, типа, да. Потом я начал смотреть, что это 237, я сразу думал, что это какая-то другая модель, там, более дорогая. А оказывается, эти 237 это одна из самых таких простых бюджетных, и 279 это не прям классная скидка. Оказалось. Я прогуглил, поискал другие магазины, в итоге нарвался вот на этот магазин, он вообще есть сам магазин, ну такой офлайн в Кракове. Я сначала подумала, если там такая цена на них, я подумала, что это не оригинал. Я говорю, Саша, это точно оригинал и хороший сайт? Магазин выглядит прям классно, там есть очень крутые бренды, крутые какие-то даже там коллаборации, все такое. Есть еще помимо обуви какая-то одежда, рюкзаки, аксессуары. Ну, спортивная, да? Ну, такой вот стрит-стайл такой. Ну, то есть то, что сейчас модно. Кроссовки и не только. Плюс, естественно, там шла акция типа к 1 сентября, но, по-моему, не на все товары была скидка, но можно было подписаться на рассылку, получить 15% скидку на первый заказ, что мы и сделали. Оба раза. Причем, короче, кроссовки, которые изначально стоили, по-моему, около 400, скорее всего. Да, 430 там они были, в e-обуви. Ну да, на e-обуви они были 420, я не помню, сколько у них начальная цена была в Sneakers Studio, но мы купили их за 153. Представляете? Ну это вообще, я когда услышала эту цену, я подумала, что они точно не оригиналы. Но это просто такая скидка. Ну это очень мало.
Не, ну ну изначально 30 цена-то долларов, больше. наверное. Но это благодаря тому, что вот были скидки к концу, В целом, да, да, сезонная. к концу сезона, и плюс вот этой 15% скидка, Короче, что Сашка ну, воспользовался. Давайте, мы уже так долго рассказываем. Это чё? Так, я не знаю, открывай. Ну, какая разница? Это мои. А для Чупи ничего не заказали. Скоро. Для Чупи. Собака, тебе ничего не заказали? Уши, посмотрите, какой наброс. Мы его месяц назад стригли. Кто оброс? Собака, сидеть. Нет. Сидеть. Какой месяц? Не хочу Не сидеть. месяц. Дай лапу. Дай лапу. Возвращаю. Ой, какая собака кусака. Ой, какая невоспитанная собака. Скажи, передай привет. Привет, ребятки. Ой, баловная собака. Ой, баловная собака. Ой, баловник, баловник. Ребята, он меня не кусает, а так, знаете, немножко... Ну, так покусывает, это не кусает. Он так чуть-чуть так кусь-кусь делает. Так, все. Давайте. Доставайте, Александр. Ой, как шумно. New Balance! Вторые твои. А это твои New Balance? Твои? А, ну. Ну, вторые. Вторые New Balance. А, вторые New Balance. Я думаю, что вторые. Блин, с первой я уже рассказывала. New Balance, они что-то не понравилось мне. Они меня натирали со всех сторон. Вау, какие! Чупсик, оцени. Какие красивые. Я так и представляла, что они будут супер красивые. Как, Саша, не могу насмотреться. Супер. И главное, черное. Там были серые разных цветов, но я все-таки выбрала черный. Это замша. Но оно чувствуется. Ну, не такая, наверное, прям супер качественная. самая Ну, самая базовая. такая обычная. Тут такая, не знаю, клеенка какая-то. Такая тканевая клеенка. Такая непонятная. Ну и шнурки. И, как всегда, у них длиннющие шнурки. Что минус для меня. Я обычно шнурок вот так вот заталкиваю сюда вот так. Но, блин, как мне... Я влюбилась в подошву. Ну и вообще, как они выглядят. Ну, выглядит роскошно. Но и мне важно, чтобы вот этот носок, он был широкий, потому что меня натирает пальцы. Если узко. Ну, что там? Как скажешь? Что скажешь? Ну да, такие. Симпатичные? Прикольные. Ну, довольно простые, Да. но может лучше и простые, чем навороченные, с которыми потом проблемы. Надеюсь. Чупи так нюхай. Чупи, вкусно пахнет? Изучает. Я тебя хрюкну. Хрюндель. Хрюндель. Ну нюхай. Дай ему изучить. Я всегда ему даю изучить что-то новенькое. Ну, стелька очень простая. Простая, покажи. Можно и заменить потом. Чупсель, это не для тебя. Не кусай. Самое Ну, главное... реально, стелька очень простая. Собака. Такие Барабака. легкие. Ну, да. Ну, кстати, по отзывам, вот где я попадалась, все писали классно, что они легкие, очень такие удобные. Ну и, короче, черный очень практичный цвет. Но я и хотела такие. Но зато как они будут симпотно под джинсы, под мой плащ, под мою куртку. В моем мире и в моем стиле они смотрятся офигенно. Так, надо померить. Да. А может, ты сначала свой откроешь, потом померь. Давай, открывай. Чупи всегда помогает, потому что любопытный нос хочет все знать. А вдруг Сашка не справится без любопытного носика? Он на стреме. Чупсель, чупи. Собака-барабака лапку дает. Хороший собак. Дай лапку. Чупи, ой, молодец. Это он вот так вот лапку дает. Мы его научили. Ой, смотрите, какая собака лапку дает. Дай лапку. Молодец, лапку дал. Все. Так, теперь Сашин. Да, я тоже давно, ну не давно искал, но в конце лета начал смотреть какие-то варианты, а потом после заказа кроссовок понял, что сайт-то классный, надо посмотреть, пока скидки, пока есть еще тоже возможность получить скидку за подписку на новости. И, короче, вот эти сандалии. Кстати, бренд прикольный, он именно сандалями занимается, это как-то так Какая-то интересно. Тева. О, это как коробка открывается прикольно.
Они изначально стоили 229 злотых. Офигеть, они очень а клевые нам обошлись выглядят. в 103 с доставкой. Ну не слышишь? Очень дешево. Во-первых, надо определить, что это очень дешево. И классно покупать обувь в конце сезона. Ну, любую обувь там. Ну, должно быть выгоднее. Ну да, обычно выгоднее. Сашка, но они классные. У них такая подошва, знаете, как в кроссовках каких-то. Выглядит классно. Так достаточно качественно. Нет? Ну, на первый взгляд... Да. А, тут, смотрите, даже Да, задники. Блин, класс, мне нравится. Все, меряй, и я померяю свои кроссовки. Ты что будешь мерить? Палец в рот. Палец в рот. Такая же, такая же. Такая же собака хорошая лапа. Дай лапку. Молодец, молодец. Итак, Сашкин вердикт. Вот так покрутись, покрутись, модель наша. Ну, конечно, наверное, на полразмера было бы лучше, меньше. Не, ну вот так они Какие выглядят хорошо, как будто и не. Чупи. Нет! Мне кажется, вот так вот хорошо, как будто и по размеру. А если ты чуть-чуть вперед, так вот, чуть-чуть вперед, то там какой-то задник длинный получится пустой. Ну, а если в серединке? Да. Ну так выглядит хорошо. Пальцы свисают. Но главное удобство-то, ребят. Ну, в принципе, хорошо. Теперь спроси, что у меня. Да, самое интересное и самое важное это кроссовки все равно. Спроси давай. Спроси, Оля, как там у тебя кроссовки? На камеру, держи камеру. На первый взгляд, ребята, очень удобная. Просто неимоверно. Вот из-за того, что подошва такая, как-то вот она регулируется, она широкая. Она очень широкая. Вот тут она получается толстая. широкая, да, и толстая. И оно как-то вот идти так очень удобно. И плюс они сами по себе такие широкие. А я люблю, чтобы кроссовки были легкие и широкие. И вот это именно те кроссовки, которые легкие и широкие. И на первый взгляд, мне кажется, они очень удобны. А тебе как кажется? Ну, хорошо выглядит. Ну вот нога вообще... Очень нравится, что такой тонкий материал. Нигде не давит. Знаете, бывает такое, что когда материал более толстый, тут какой-нибудь шов, тут, и у меня 100% начинает натирать где-то. Чупи, это не для тебя кроссовки. А еще очень удобно, что вот тут такие носы, а я всегда бьюсь носами. Вот такие дела, короче. Ну и цвет классный. Были еще серые, но у меня были уже серые New Balance. Ну, Именно не цвет. совсем серые. Ну, Такой класс. закатный Да. цвет. Блин, Чупи! Чупи, ты это... Мы не тебя заказывали. Давай, подожди. Мешаешь немножко. И тут... Не, ну они выглядят круто, не? Ну да. Мне кажется, под кросс вообще шикарно. Короче, я довольна пока на 100%, а дальше посмотрим. А, еще вот здесь вот тут так. Подошва Запасик. вообще офигенная, ну... Блин, ну знаете, в Пуме, если я чувствовала, я знала, что... Ну, они мне нравились очень внешне, то я знала, что мне надо там время, чтобы нога притерлась. Тут вообще я чувствую очень, как в тапочках. Очень мне нравится, классные. Короче, ребята, я довольна. Все. Я вот об этих кроссовках говорила, New Balance. Они у меня уже давно, ну, конечно, они уже и выглядят так покоцанно, но они у меня уже давно, и я о них мечтала очень сильно. Это были кроссовки моей мечты, и вот мы их там купили в Беларуси. И не представляете, у меня вот тут задник порвался, я наклеила вот такую штучку, и передник. И вот тут вот мне очень натирал мизинец. Не знаю, может, размер был. Вот. Что это было? Что за непослушание? Он так рвался к тебе. Он думает, что я ухожу. Он думает, сальто да. пролетел. Он думает, что я ухожу и хочет помешать. Он всегда, когда чувствует, что кто-то уходит, он начинает мешать. Типа, не оставляйте меня, я же ваша собака. Я же ваша собака любимая. Я же люблю вас, я не могу быть один, я не одиночка. Собака-барабок. Вредная собака, непослушная собака. Это ты, Чупси. Сколько раз тебе сказали, мы никуда не уходим? А ой, этот хвостик не верит.
Короче, я вот об этих кроссовках говорила, ребята. Их я хочу поставить на мусорку, может кто заберет. Я их все равно не ношу, они у меня очень малы по размеру. Очень неудобно. Ну, чтобы место не занимали, отдам их, короче, кому-нибудь в добрые руки. Ну, думаю, кто-то заберет их. Всем привет, это включение выходного дня. И у Оли уже началась учеба в школе полициальной, поэтому она сегодня долго на учебе, а я решил приготовить кое-что вкусненькое в нашем Lidl миксе. Сегодня это будет рыба с овощами. Здесь у нас треска, он же дорш. И из овощей это цветная капуста и брокколи. Это все надо покрошить на соцветие, закинуть, собственно, в Lidl микс, перемолоть немножко и дальше готовить все это на пару. Там еще, конечно, в рецепте есть всякие дополнения, типа зелень, лимонный сок, что-то еще, сыр какой-то тертый. Я немножко упрощу этот рецепт и, возможно, еще в качестве дополнительного гарнира сделаю немножко кускуса. И вот так выглядит уже перемолотая цветная капуста и брокколи. Я все скинул, перемешал вот в этой штуке для готовки на пару. Но не просто на пару, а здесь нужно замутить еще бульон. У нас есть вот такие готовые кубики овощного бульона с курицей, который мы тоже сделали в Lidl миксе. Заморозили, и сейчас залью литром воды, и можно ставить готовить овощи с рыбой. Вот так, кстати, выглядит вся конструкция. Почти до самой вытяжки у нас достает. Сейчас все это добро на 15 минут на пару, и дальше будет видно. Вот такой финальный вид блюда. Тут немножко видоизмененный из того, что есть рецепт в Lidl миксе. Кускус я добавил. Вот такое овощное. Это тоже называется типа овощной кускус. Плюс там еще соус из сметаны делается с какой-то петрушкой, с лимонной цедрой. Но я думаю, будет вкусно и так. Оля, кстати, пришла. Пришла. Будем Буду есть. кормить. Поэтому смачного.